Привет, друзья! Вы на канале Яхты на колесах, а мы в Москве на проспекте Мира 150. И сегодня у нас уникальный обзор впервые здесь, в Москве, Adora 673 PK. Два отдельных входа, отдельная детская спальня, а еще она в линейке 2021 года. То есть новые дизайнерские решения и всякие элементы, все, что смотрели в Словении на дилерской конференции. Поехали! Начинаем с передней части, то есть с первого входа, и сразу попадаем как бы в основную спальню. Это в целом отдельная зона, ну, общая с кухней и гостиной, но есть еще отдельная комната, к ней мы придем. Но даже сама спальня отделяется еще вот такой серой шторкой. Хочу обратить внимание, что вот в линейке 2021 года стало много таких вот стильных деталей, вот эти вот серые рогожки. Например, вот эти лоточки, мы с вами их тоже уже смотрели, то есть вот, наконец, они у нас в России. Повсюду вот эти вот треки, на которые фиксируются лоточки туда, где они вам, собственно говоря, необходимы. Ну и, конечно, трекинговые светильники, которые вы можете переставить в любую зону, где они вам нужнее в данный момент, или, например, поставить USB-модуль также в этот трек и зафиксировать. Все, вот, подключил, светится. Кровать. Под кроватью, конечно, у нас есть место для хранения вещей. При входе есть ящик. Ящик, кстати говоря, тоже с новой ручкой, которая у нас имитирует такую стандартную квартирную ручку от комода. Но, естественно, в движении мы на нее нажимаем. Все ящики с доводчиками. Мы на нее нажимаем, и она защелкивается. Под кроватью, как сказал, место для хранения. У кровати есть регулируемое изголовье, то, что как раз сейчас вы можете видеть. То есть, если вам надо почитать книжку, чуть-чуть приподняли. Ну и панорамное у нас сверху есть одно окно и второе окно в передней части. По шкафчикам все достаточно банально. С передней и задней части есть вот такие небольшие шкафчики. Но что интересно, прямо в спальне есть кнопка управления теплым полом. То есть можем включить. Да, у нас здесь теплый пол и жидкостное отопление Альде. Также есть вот такие два небольших, как сказать, ларя, рундучка, в которых можно тоже что-то хранить. И они теплые, там тоже есть как раз радиатор отопления. Около изголовья у нас есть небольшой гардероб. Конечно, это не полноценный шкаф, но что-то повесить, там, элементарно халат, рубашку и так далее, здесь можно. Еще важный момент: в линейке 2021 года выключатели стали с диммерами. То есть мы зажимаем кнопку, и вот у нас подсветка может регулироваться по яркости светодиодная по всему салону. И это достаточно классно. А если мы делаем короткое нажатие, она просто отключается. Гостиная, то есть столовая группа и гостевая спальня. Спальных мест у нас, кстати говоря, 7, то есть 2 мы с вами посмотрели, основная кровать. 2 раскладывается, здесь опускается стол, кладутся подушки, и это еще 2 спальных места гостевых. Кстати, ткань действительно очень приятная, мне прям вот от души очень нравится ткань, которая у нас обшита вся линейка 2021 года. Она много где встречается. Кстати, подушечки, которые лежат на кровати, тоже идут в комплекте. Что у нас здесь еще интересного? Рейлинги, которые я случайно назвал треками чуть выше. Спасибо, что вы уже, наверное, поправили меня в этом в комментариях. Конечно, рейлинги, на которые крепятся эти полочки, вот они расположены у нас по всему салону, в том числе и в гостиной. Что еще? Подставка для телевизора, точнее кронштейн, крепление, можно выдвинуть сюда, то есть мы можем видеть его с любой точки с кухни. И, конечно, эта часть поворотная, то есть можно смотреть телевизор из спальни. За моей спиной розетка 220 вольт, антенна и USB, 2 USB-зарядки наверху. USB-зарядки, кстати, есть и в спальне также, на потолке расположены они. Но помимо этих USB у нас есть USB на треках, напоминаю. Также у нас в гостиной есть шкафчики, они все с доводчиками, и тоже у нас такое новое дизайнерское решение, то есть у нас скрытые фиксаторы, и, соответственно, мы не видим никаких ручек, мы просто беремся за панель, но при этом они надежно зафиксированы, если мы специальную кнопочку не нажали, они у нас на ходу никогда не откроются. На самом деле, почему я так много акцента сделал на все вот эти вот ящички и лоточки, это важно в автодомах. Когда ты едешь, и у тебя куча всяких мелочей, очень удобно, когда ты можешь их куда-то положить, и они не будут валяться. Потому что когда этих лоточков каких-то нет, ты кладешь на столешницу, все это поехало, качнулось, и это вот так вот везде летает. Поэтому это не может не радовать. Это просто какая-то личная радость из какого-то опыта. Соответственно, кухня. На кухне моя любимая система хранения, то есть вот эти вот узкие ниши, в которые используются вот эти вот выдвигающиеся элементы, в которые можно что-то уже складывать, смотря в зависимости от вашей необходимости. Далее у нас 4 ящика в кухонном модуле. Все достаточно стандартно, также скрытая фиксация, то есть берем просто за край, но есть фиксатор. Тут вилки-ложки, ниже у нас есть доска, которую мы вставляем в
мойку, чтобы увеличить рабочую поверхность. Кстати, здесь у нас лежат противооткатные упоры. Не забывайте их ставить, когда ставите куда-то прицеп на стоянку, и на ручной тормоз тоже, и обязательно опускать стабилизирующие ножки, потому что все это может качаться, перевешивать и вообще уехать. И внизу еще одна большая ниша, просто открывается дверь, чтобы что-то сложить, положить. Рабочая поверхность, кстати, достаточно большая, даже без дополнительной части. То есть у нас часто бывает, что вот плита и все практически. Но здесь у нас даже есть достаточно вот такая хороший кусок столешницы. Плита весьма все стандартно. Дометик, 3 огня, газовая с электроподжигом. Мойка тоже все достаточно стандартно. А выше у нас шкафчики. Кстати, хочу обратить внимание на вот эту интересную изогнутую форму, из-за которой подсветка выглядит весьма элегантно. Это просто шкафчик, а левее у нас здесь сюрприз. Здесь у нас установлена уже микроволновка горения. Ну и, конечно же, у нас есть вытяжка. Здесь вот в этом месте у нас идет гофра, которая выводит воздух от вытяжки. Далее у нас холодильник Тедфорд, 140 литров, объем холодильника, морозилка находится внутри отдельной камерой, но за общей дверкой, то есть не раздельно. Выше у нас есть небольшая ниша, для чего особо непонятно. Напишите, кстати, в комментариях, как думаете, для чего можно использовать такую узкую нишу. Где-то 20 сантиметров ее высота, вот она просто над холодильником. Push-open закрывается. Холодильник, естественно, работает от газа, электричества 12-220 вольт. Ниже под холодильником есть еще одна дверка, она уже у нас побольше, и здесь тоже просто какая-то ниша для хранения, такая же push-open система. Фасады глянцевые, как бы объединяются в единую такую вот целую систему вместе с холодильником. И вот мы подходим к главной фишке этого прицепа. Это отдельная комната, отдельная еще спальня. Она отгораживается у нас вот этой жесткой дверью, но кроме этого у нас есть еще дверь в туалет, и то есть здесь получается вообще такой тамбур, и мы можем пользоваться санузлом и душем как из переднего пространства, так и из заднего. То есть они у нас полностью ограничены. С правой стороны от меня душевая, у душевой прозрачные дверки, но две жесткие двери полностью делают это пространство интимным. Ну а слева от меня туалет, достаточно просторный, биотуалет Тедфорд. Здесь у нас тоже есть раковина. И вот, кстати, интересно решено: шкафчики, зеркало и раковина откидываются вместе с этим зеркалом. И когда все закрыто, выглядит достаточно стильно. И вот, наконец, мы в этой отдельной, так называемой детской, но, на мой взгляд, вообще здесь должна быть основная спальня. Это очень уютная комната. Начнем с того, что я сказал, что 7 мест, 2 та спальня, 2 гостиная, и здесь у нас 3 спальных места. То есть у нас есть вот эта как бы двухъярусная кровать. Но если вдруг она вам не нужна и не нужно это 7-е место, это может быть просто как бы диваном. Смотрите, вот так эта история опускается. И все, это просто спинка, и здесь можно сидеть. Ну и как бы логичный вопрос, где, собственно говоря, еще спальные места. А у нас вот эта часть раздвигается, и подушка кладется. Все, это у нас как раз-таки еще одна двуспальная кровать. То есть двуспальная кровать внизу, и как бы буквы Г наверху двухъярусная кровать. И даже при том, когда все кровати разложены, здесь достаточно просторно. Также под кроватью есть ящики. 2 ящика, такая же система, у нас все с доводчиками аккуратно закрывается. И под этой частью у нас есть еще место для хранения вещей, и в него уже есть доступ с улицы, мы позже с вами его посмотрим. И также именно в этой комнате у нас расположился основной гардероб, но помимо вот этого большого, при входе есть еще 2 небольшие шкафчика, то есть у нас внизу полочки и наверху мини-гардероб, чтобы повесить какую-нибудь рубашку. Есть еще один кронштейн для телевизора, тоже с поворотным механизмом. Обращаю ваше внимание, здесь тоже розетка 220 вольт и, соответственно, антенна для телевизора, USB и тоже везде трековые светильники. Над изголовьем есть такая небольшая полочка. И специально в Россию компания «Яхты на колесах» уже заказала кондиционер Дометик, то есть он установлен в этой модели, которая сейчас находится в Москве. И в задней, и в передней части дверь у нас оборудована москитной сеткой. Также на двери, на окошке есть шторка, чтобы ночью вас не беспокоил лишний свет. И, конечно же, мусорное ведро из новой линейки 2021 года. То есть у нас фиксируется крышка в ручку, очень удобно, мы так поднимаем. Можем туда что-то кинуть, это вообще важно. И мусорка есть на задней двери тоже. И когда нам нужно ведро вынести, мы отщелкиваем вверх и, собственно говоря, несем ведро за ручку.
Над дверью у нас расположился пульт управления всеми системами жизнеобеспечения дома. Все достаточно по классике. Дизайн у нас новый, линейка 2021 года. Здесь мы, соответственно, видим заряд аккумуляторов и сколько осталось чистой воды. Грязной, кстати, бак с чистой водой на 50 литров. Также у нас стоит система Adria Match. Есть отдельный медиаплеер, он расположен в гостиной. И мы можем подключиться с телефона и управлять всем светом, включать, отключать отопление. Все это можно делать со смартфона удаленно. Показать сейчас не могу, потому что нужно отдельно активировать, вставлять сим-карту во весь этот плеер, чтобы это все работало. И рядом у нас, соответственно, пульт управления печкой. Печка, как я уже сказал ранее, жидкостное отопление Альдой, теплые полы, все дела. Вес прицепа примерно 1800 килограмм, длина 7,5 метров, ширина 2,5 и высота тоже там чуть больше, чем 2,5. Как видите, вот это место скрывает обзор, потому что у нас там ящики, но тем не менее вот здесь есть такое длинное пространство, мы можем что-то положить с улицы и даже немножко здесь рядом. Здесь есть радиаторы, все отапливается, и мало того, я не увидел из-за изголовья, это сквозное пространство, то есть с другой стороны тоже есть доступ в этот багажник, то есть вы можете его использовать максимально гибко по вашему усмотрению. Длину прицепа я, кстати, сказал без дышла, то есть если добавить вот эту часть, то у нас получится где-то на метр с небольшим больше. Прицепное устройство Алка, стояночный тормоз Алка, и, кстати, есть система пассивного торможения, то есть когда тормозит тягач, здесь сжимается часть, и у нас передается торможение на колеса прицепа. Дальше у нас, соответственно, есть вот такое еще место для хранения каких-то вещей. Ну и, конечно же, здесь у нас расположились газовые баллоны по 11 килограмм, 2 штуки. И есть еще такая кассета для серой воды. По левому борту у нас заливная горловина для чистой воды. Как уже сказал, 50 литров бак. Далее кассета биотуалета. Как и сам туалет, кассета, соответственно, Тедфорд. И конечно же, дверь, о которой я говорил, то есть у нас багажник с доступом под кровать в отдельной комнате, в отдельной спальне. Здесь не очень большое место для хранения, но тем не менее есть доступ с улицы, и это удобно. Задняя стенка у нас в новом дизайне. Мы много это обсуждали и на дилерской конференции, и брали интервью у представителей Adria в Дюссельдорфе. Поэтому, если вдруг вам интересно вот про весь этот редизайн посмотреть, жмите на подсказку, есть подробнее об этом видео. Adria Adora 673 PK мы сегодня с вами посмотрели. Большой двухосный прицеп, 2 комнаты. И встает часто вопрос в комментариях и в обсуждениях таких прицепов, а зачем он нужен? Он же большой, не мобильный. Да, это факт. Но он нужен не для того, чтобы путешествовать и ездить прямо с ним, потому что это действительно неудобно. Но, возможно, вот сейчас у нас ковидные ограничения, которые непонятно, когда закончатся и как это все будет происходить. И если вы привыкли часто путешествовать, перемещаться в новые места, и у вас, допустим, нет дачи, но теперь вы об этом задумываетесь, присмотритесь к этому прицепу. Возможно, это ваш вариант приезжать на месяц или на сезон в какое-то одно место, отдыхать там, а на следующий год отправляться к новому месту и к новым приключениям. Это канал «Яхты на колесах». Меня зовут Антон. До новых встреч. Пока.